Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату. Этот мастер-класс я сняла специально для новичков, тех, кто совсем недавно познакомился с полимерной глиной. Сегодня я покажу, как из этого удивительного материала сделать брошь-мороженое. Прежде чем приступить к работе, я нарисовала мороженое и вырезала его. Получился вот такой шаблон. Теперь из глины белого цвета раскатываю пласт толщиной 2 мм. Я это сделала с помощью пастомашины. Но если у вас ее нет, можно воспользоваться акриловым роликом, скалочкой, металлической трубочкой или даже баллончиком от лака. Но не рекомендую вам пользоваться пластмассовыми предметами, так как некоторые виды пластика вступают в реакцию с полимерной глиной. На пласт глины белого цвета накладываю бумажный шаблон и хорошо его прижимаю, чтобы он прилип к пластике. Затем беру иголочку и обвожу шаблон по контуру. После чего убираю шаблон. Это будет основа брошки. Теперь раскатываю пласт полимерной глины персикового цвета чуть тоньше, чем предыдущий. Толщина этого пласта 1,5 мм. Для придания глине фактуры вафли я буду использовать донышко от одноразового пластикового контейнера. Оно имеет текстуру, выпуклые клеточки и идеально подходит для этой цели. Теперь мне понадобится тальк. Вместо талька можно использовать крахмал или детскую присыпку. Небольшое количество талька наношу на пласт глины. Я это делаю для того, чтобы лист с текстурой не прилип к пластике. На глину накладываю лист с текстурой и хорошо его прижимаю. Можно прикатать лист скалочкой, но делать это нужно очень осторожно, чтобы лист с текстурой не ездил при этом по глине. В результате на глине появился оттиск, клеточки, что напоминает настоящую вафельку. Теперь мне понадобится зубная щетка. С помощью нее прорабатываю поверхность пласта глины с текстурой, делая ее более рыхлой, как у настоящей вафли. После этого на пласт глины с текстурой накладываю шаблон. Лезвием намечаю рожок мороженого по контуру. Убираю шаблон и вырезаю деталь брошки по намеченным линиям. Приступаю к тонировке рожка. Для этого мне понадобится сухая художественная пастель светло-коричневого и оранжевого цветов. Лезвием крошу пастель в порошок. Пальцем набираю небольшое количество пастели, растираю ее на листочке и легкими движениями втираю пастель в выпуклые участки глины. После завершения тонировки приклеиваю рожок к пласту основе, ориентируясь по намеченным линиям. Далее раскатываю 3 пласта глины толщиной 1,5 мм белого, нежно-розового и голубого цветов. Из этих пластов я буду вырезать шарики мороженого. Накладываю шаблон на глину и иголочкой обвожу мороженое по контуру. Вырезаю шарики мороженого ножом с острым лезвием по намеченным иголочкой линиям. В результате у меня получилось 3 детали. Приклеиваю их к основе, ориентируясь по намеченным линиям. Влажной салфеткой заглаживаю стыки между шариками. Зубной щеткой придаю шарикам мороженого фактуру. Из глины ярко-голубого, ярко-розового, оранжевого и желтого цветов катаю тоненькие колбаски и нарезаю их на маленькие части. Приклеиваю кусочки колбасок на верхнюю часть белого шарика. Это будет посыпка. Обрезаю лишнюю пластику по контуру мороженого. Боковую часть мороженого также прорабатываю зубной щеткой и отправляю будущую брошку запекаться. При запекании строго следуйте инструкции на упаковке той полимерной глины, из которой лепите. Глина запеклась и остыла. Пришло время прикрепить застежку.
Приклеиваю ее на суперклей к обратной стороне брошки чуть выше ее середины. Раскатываю пласт полимерной глины белого цвета толщиной 1 мм. Сверху кладу брошку и слегка на нее нажимаю. В результате на глине остались следы от застежки. В этих местах ножом вырезаю 2 квадратика. На обратную сторону брошки наношу фимогель. С помощью кисточки равномерно распределяю гель по поверхности, после чего накладываю на брошку пласт глины с прорезями. Силиконовой кисточкой заглаживаю все стыки и неровности. Опускаю иголочку и слегка на нее надавливаю, чтобы на глине появилась небольшая прорезь. Если этого не сделать, конец иголочки будет мешать и застежка не закроется. Лезвием обрезаю лишнюю пластику. Зубной щеткой придаю фактуру обратной стороне брошки и отправляю брошку на заключительное запекание. Глина запеклась и остыла. Вот что у меня получилось. Чтобы тонировка надежно держалась, покрываю рожок лаком. Лучше использовать матовый лак, ведь вафелька блестеть не должна. Ждем, когда лак высохнет, и любуемся полученным результатом. Посмотрите, какая хорошенькая брошечка у меня получилась. И сделать ее совсем не сложно. С этой задачей справится даже новичок. Очень надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Желаю вам творческих успехов. До новых встреч!